Всем привет, с вами, как всегда, славный дружа Обломов и ваша блин. Господи, что-то я перекачался сегодня. Заново. Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов и ваша любимая рубрика «Общажный повар». Общажный повар. Народ, я напоминаю, что самое лучшее, что вы можете сделать, если вам нравится формат, оставить комментарий, что сделать в следующем общажном поваре, и поставить лайк. Вы решаете, будет много общажных поваров или их не будет вообще. Много лайков, много комментариев, много просмотров, значит, буду фигачить и дальше. Сегодня мы с вами сделаем офигенную курочку с картофелем, с лучком. Будет очень-очень вкусно. Но сначала я объясню на графике, что такое общажный повар. Я попытаюсь объяснить вам на этом графике. Короче, есть совсем дешевая еда, это, собственно, бабло, то есть здесь блюдо стоит 10 рублей, потом 50, предположим, 100, и где-то здесь идут лобстеры и крабы, где блюдо стоит 10 тысяч рублей. И, собственно, вкус. Но, когда блюдо начинает стоить очень дорого, то цена растет капец как, а вкус уже не очень. И где-то вот здесь находится общажный повар. То есть, вкус у нас растет достаточно сильно, то есть он топовый, дальше он увеличится. Даже здесь вот где-то, предположим, крабы, он увеличится вкус еще чуть-чуть. Вот. И при этом цена у нас вырастает не сильно. Там, где идет жареная картошечка, греча, где идет какое-то простое мясо, простые соусы. То есть огромная просьба не путать общажного повара со спортивной экономией, которой занимается, например, мой хороший знакомый Сан Саныч, дневник еврея. Если мы можем купить маслице и сделать вкусно, мы покупаем. Но если мы можем купить икру и сделать вкуснее, мы от этого отказываемся. Надеюсь, понятно. Погнали. А спонсор данного ролика, друзья мои, наш ножевой спонсор Самура. Народ, проходит финальная акция. Последняя. Больше в этом году никаких скидок не будет. Только 10 дней, скидка 30% по промокодику SWAG на все ножи Самура. Если вы хотите войти в Новый год с нормальными ножами, или, например, кому-нибудь задарить, чтобы ваши родственники в Новом году резали нормальными ножами, сейчас самая последняя лакомая тема. 30%. Больше, вот в этом году больше никаких скидок не будет. Только 10 дней. На все линейки 30%. Кто не успел, тот опоздал. Ссылочка находится в описании. Итак, что же мы возьмем для данного рецепта? Самое первое, это вот такой вот цыпленок. Здоровенный, огромный бройлер. Здесь достаточно много мяса. И вот этот вот чудесный бройлер стоит 99 рублей за килограмм. А целиком он стоит 172 рубля. Картофель по 35 рублей за килограмм. И здесь картофель на 94 рубля. Здесь что-то 2,7 килограмма. Достаточно большой, не берите самый дешевый картофель, иначе вы офигеете его чистить. В этом как бы и суть общажного повара. Мы можем сэкономить на картофеле и купить его не по 35 рублей за килограмм, а по 25. Червивый, полупроросший, рыхлый, с которого мы там 60% просто счистим и выбросим. А можем на этих 10 рублях не сэкономить. И в итоге получится нормальный, здоровенный, огромный, чистый картофель без жуков, червяков и не жухлый к тому же. Лучок, опять же, нормальный, крепкий. Не такой, чтобы особо супер там красный какой-нибудь и еще что-то. Просто обычный, твердый, не жухлый вот такой вот лук. Лук репчатый, он идет по 55 рублей за килограмм, здесь ровно килограмм, короче, 55 рублей. Ну, здесь не ровно килограмм, здесь 1 килограмм и 40 грамм, короче, 55 рублей. Если у вас в холодильнике есть какой-то майонез, какие-то остатки майонеза, то это зашибись. Я взял 3 вот таких вот пакетика по 10 рублей. Нам сколько они здесь, по сколько грамм, они 100 миллилитров, короче, 300 миллилитров майонеза. Фишка майонеза, что он читерский, он жирный, он все делает нажористее, вкуснее. Тут, как правило, в майонезе еще бывают усилители вкуса, то есть блюдо становится реально, ну, жирнее и лучше. А я думаю, что вряд ли вы, если готовите блюдо, считая каждую копейку, то вряд ли вы сильно заботитесь о здоровье. Вы хотите поесть, вы голодный студент. Общажный повар, общажный повар. Приправа для курицы 10 рублей. Сыр Гауда 119 рублей. Не обязательно. Абсолютно не обязательно, но я обожаю сырную корочку, поэтому у меня он будет. И вот на чем я не советую экономить, это у нас здесь есть укропчик за 20 рублей и зеленый лучок за 25. Вот такие вот чудесные штуки. Да, это увеличивает стоимость, но у нас там картоха, будет запеченный лук, куряка, вот это вот все. И чтобы свежесть была, вот этот аромат свежего блюда, купите зелени.
Вроде потратил 20 рублей, а вкус вот на 40% стал лучше. Прям вот этот аромат свежей зелени. Это супер круто. Ну и, собственно, чесночок. Чесночок стоит 30 рублей, но здесь их 3. Мы учтем одну головку, потому что иногда, точнее, практически всегда его можно найти весовой. Я просто в тот конкретный день в Ашане не было весового чеснока, поэтому я взял вот 3. Но учтем мы 10 рублей одну головку чеснока. Опять же, не экономьте на чесноке. Чеснок — это аромат, вкус и просто красиво. Собственно, картоху чистим. Кстати, заметьте, хорошая нормальная картоха у нас идет по 35 рублей за килограмм. Вот такая. Весь лучок режем полукольцами. Ну, на самом деле, я так говорю, режем полукольцами. На самом деле, режьте как хотите. Главное, поджимайте пальцы. Оп, перевернули и докрошили. Так, ну, во-первых, на все деньги, на все деньги. Короче, смотрите, если мы сейчас просто навалим все вперемешку, то лук, я тоже всегда так раньше делал. Ты запихиваешь все это на противень, в духовку, и вот у тебя лук такой, он полувареный получается. Если есть время и есть настроение, лучше сделать по-другому. Обжарить лучок и потом уже его к этой картошке, ко всему добавить. Он уже будет такой карамелизованный. Но есть один небольшой лайфхак. Если у вас на вашей общажной кухне лишней сковородки чистой нет, вы на том же противне и обжарите. Смотрите. Просто переваливаем все это дело в противень и ставим на огромный жар в духовку. Кстати, подсолнечное масло, не знаю, там четверть стакана, мы в цене не учитываем, потому что оно, скорее всего, у вас есть. Если нет подсолнечного масла или какого-либо другого, вот так просто сбрызгиваем. И, кстати, если у вас есть сахар, то берем немного сахара и вот так вот присахарили лучок. Благодаря сахару он просто мега коричневым станет буквально за секунды. Пожмахали, чтобы сахарок перемешался, и ставим там на 200 градусов или сколько там выдает ваша духовка. Зацените, что случится буквально через. Но пока фигачится лучок, давайте разделаем курочку. Мы, само собой, купили целую, чтобы сэкономить, потому что в разделке курочки нет вообще ничего сложного. К тому же, если вы ее разделываете, у вас обязательно остаются кончики крылышек, у вас остается остов, и из этого можно сварить офигительный бульон. То есть, по факту, можно взять пару картофелин из тех, что есть, заварить бульон, добавить лаврушечки, у вас получится еще одно блюдо, то есть суп. Ну, типа у вас останется после нее суповой набор по факту. Нам он сейчас не нужен, но тем не менее. Но кости, я не хочу в нашем блюде хрустеть костями, поэтому мы нашу курочку задебоуним. Дебоун. Короче, мы удалим кости. Зацените. Самое первое, вот крылышки, да. Мы их отламываем, и вот это нам не нужно, потому что оно как бы и нафиг не надо, там мяса никакого нет. То же самое, берем так, оп, по сухожилию, оп, смотрим, где кость, и отрезаем. Отлично. Здесь уже мяско есть. Так, берем за ногу, подрезаем, оп, выворачиваем кость и отчекрыживаем все это дело. Это делается очень-очень просто. Даже вот тут отчекрыживаем. Получается вот такая вот голяшечка. Со второй то же самое. Поднимаем, надрезаем, выворачиваем. Видите, выворачивается. Выворачивается косточка. И под нее, собственно, все это дело и срезаем. Далее тоже все очень просто. Вот так, оп, как говорится, подмышечная кость. Ну и тоже отчекрыживаем. Вот так. Еще одна, оп, подмышечная кость и отчекрыживаем. Теперь смотрите, у нас остается грудка и у нас остается остов. И все это делаем вот так оп, 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 оп. Все. Как бы мы взяли и срезали грудку. Вот это вот у нас, это уже бульонная история. Здесь, конечно, есть эти, как они называются, ойстеры, то есть здесь есть самые нежные части курицы, можно запариться и срезать тоже, конечно. Со всей этой истории я вам очень советую содрать кожу. Я объясню почему. Если вы с кожей все это положите, она не особо даст вкус, она даст жир, но она не подрумянится. Знаете, такая, кожица, типа такой куриный жир. Кожицу снимите и в этом блюде положите сверху, когда все будет подрумяниваться, понимаете? Она будет супер-мега хрустящей, такой прям офигительной. Не прячьте ее в картошку и в лук, сдираем ее. Просто берем вот так вот и, грубо говоря, пальцами забираемся внутрь, вот. Для этого даже ножа не нужно, видите, оп, туда опять пальцем, содрали,
Вот. Кожа — это очень вкусная штука, но никогда она в бульоне внутри там в картохе, понимаете? То есть нужно, чтобы кожа, мы ее вот так оп-оп сдираем, с ног в том числе, оп, сдираем, и просто стягиваем с ножки, вот так, оп, накручиваем и все. Вот эта кожа, когда она будет лежать сверху, вы посмотрите, сколько ее. Тут с одной ноги кожи на целую ладонь. Когда она будет румяной, это будет круто. Ну, я покажу. Единственное, что крылышки вот эти вот, я разрезаю их пополам, и пускай там будет косточка, потому что вот в этом ковыряться совсем уже неохота. Пускай будут такие 4 кусочка с костью. Что же касается, то есть потому что они порционные, там взял на вилочку, обглодал. Что же касается вот этих ног, нам нужно из них кости вырезать нафиг. Так, во-первых, откладываем кожу. Кожа — это вкусно. И теперь делаем надрез вокруг кости одной. Вот, грубо говоря, у нас кость. И мы вот так счищаем с нее мясо. Ну, я понимаю, выглядит, может быть, не очень приглядно. Но нам все равно, каким будет мясо, как оно будет выглядеть. Потому что мы все равно будем мелко его нарезать. Добираемся до сустава. Вот, оп. Видим, где сустав, и просто вырезаем. Смотрите, вот, ничего практически не остается на косточке, вот одна косточка. Ну и оставшуюся косточку, которая, вот, нога, грубо говоря, мы просто тоже обрезаем, вот так, и с нее стягиваем мясо. Я не профессионал в этом, вам ничто не мешает это мясо потом просто срезать. И вот так, оп, просто рукой, смотрите, я рукой сдвигаю все мясо и чпок, вот так, все. Вот это вот мясо, и у нас осталось 2 кости. В этом мясе останутся вот такие вот жилки. Их либо плоскогубцами, либо просто вот так вот можно повытаскивать. Ну, они на самом деле, это все равно не кости, да, они все равно как-то размягчатся, но тем не менее, если вы не хотите, чтобы они там были, то просто как-то их изымите оттуда. Со второй то же самое, просто прорезаем вокруг бедренной кости, оп, достаем ее, эту кость, оп, выламываем. На самом деле даже практически нож не нужен. Если пальцы сильные, можно просто вырвать ее оттуда. Вот. Бедренная косточка курочки. Мясо остается на месте. Вырезаем хрящик. Короче, все, что вам вот кажется твердым, что вы не хотите в этом блюде общажного повара видеть, просто все вырезайте. Вот. А дальше, да, тут уже можно на самом деле отрезать вот эту штуку. И вот так вот оголить, как я и показывал. Вот так, ить, и вот так, ить. Все. Оголяем оставшуюся. Так, мясо я поддену, мясо терять не хочу. Оголяем оставшуюся кость, с которой срываем мясо. Конечно же, вы все поняли, что это делать не обязательно. То есть можно просто разделать курицу по кускам, грубо говоря, да, и просто положить туда. Я просто не хочу, чтобы там были куски каких-то жил, каких-то костей. Я хочу, чтобы были только кусочки, грубо говоря, филе, серого мяса и всякого такого. Но это чисто я так упарился. Общажный повар не значит, что это не делает проще. Это именно, чтобы было дешево и очень вкусно. О, как филехи отделять, я думаю, никому не нужно показывать. Берете, надрезали, да, оторвали. И с другой стороны тоже берем. Оп, надрезали и оторвали. Ну, тут уже кусочки можно просто срезать или оторвать руками. Теперь все мясо нарезаем на какие-то небольшие кусочки, ну, такие, чтобы в каждой порции, ну, у нас упор не на мясо, оно есть, оно будет в этом блюде, но чтобы каждому человеку, который порцию свою получает, картофеля зажаренного с лучком, со всеми делами, чтобы ему досталась и курочка тоже. О, как. Так, лучок подошел. У нас получается вот такая вот горсть мяса, достаточно много, и у нас получается комок кожи. Что это такое? И жира. Чем больше времени все это дело в приправе для курочки промаринуется, тем лучше. Сразу вот так все это дело перемешиваем с приправой, пускай пока что лежит.
Картоху по факту вообще режем как хотим. Крошите как хотите. Ломтиками, квадратиками, кубиками, вообще все равно. Если есть вот такая терка, то она как бы нежнее получается, то есть она больше пропитывается всем остальным. Небольшой лайфхак. Если вы не хотите, чтобы нарезанная картошка окислялась, просто залейте ее холодной подсоленной водой. Добавим соли. Вот так ее растворим. Получается слегка подсоленная холодная вода. Ну и, собственно, вот так заливаем. Можно еще воды добавить, чтобы большая часть картошки была в холодной подсоленной воде и не окислялась от воздуха. Плюс таким образом картоха просолится, как бы будет вкуснее. Вот. Ну и не окислится. А остальные ингредиенты готовим. На самом деле остался только чеснок да сыр. Да и сыр понадобится в самом конце. Чеснок! Чистим. 20 минут лук румянится, поэтому осталось его перемешать. Видите, сколько влаги он дает? Нам вот куча этой влаги особо не нужна. Нам нужно, чтобы он карамелизовался, подзолотился. Ну и еще минуточек на 15 убираем, чтобы он стал совсем золотистым и не был вареным в блюде. Чеснок нам нужен в виде практически каши. Для этого берем вот так. Главное, бейте в полную силу. Лишняя вода нам особо не нужна, поэтому картофель мы вот так в какой-нибудь сотей. Ну, конечно, мы можем там бумагой просушить, еще что-то, но, знаете, как бы есть предел извращению. Сейчас что стечет, то стечет. Картофель, если что, уже подсолен водой, то есть ничего делать не надо. Посмотрите на лук. Вот это весь лук, который у нас был, то есть его было реально много. Остался вот такой вот карамелизованный лучок. Он уже вкусный, сладкий, луковый, обалденный. То есть не будет такого, что натечет, не знаю, там сантиметр подливы, непонятно, просто воды. Такого не будет, потому что мы все уже выпарили. Это, пожалуй, обязательная штуковина. Можно все собирать. Это лук. Это картофель. Достаточно много картошечки. Подсоленной картошечки. Само собой, мы все это приперчим, но, сами понимаете, я не буду брать там 3 грамма перца в расчет. Сюда же добавляем достаточно кучу чеснока. Сюда же добавляем нашу курочку. Кожуру откладываем отдельно. И так, все перемешиваем. С чесноком совсем прям вот так. С луком, из которого вся жидкость лишняя вытопилась. Просто руками вот так перемешиваем. Вот. Не волнуйтесь, вы не обожжетесь, потому что курица как бы прохладная. Вот, картофель прохладный, а в луке не так много температуры. Вот, то есть получается такая целый противень всякой еды. Пахнет, кстати, уже вкусно. Так, отлично. Картофель просоленный, курочка промаринованная. Утрамбовываем. Вот так. Вот так. Утрамбовываем. 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 Отлично. И ставим в духовочку. Майонез, сыр, куриная кожа. Вот она. Пока этого ничего не надо. Нам нужно все это дело приготовить. И, кстати, за счет того, что мы уже приготовили лук, там не будет супер-мега кучи непонятной подливы. Знаете, какая просто вода, она вроде вкусная, а вроде и вода. Вот. Там будет концентрированный вкус реально блюда, а не суп. А это слышно? Конечно. Да что с ними такое? Реально иногда дети, короче, народ, у меня типа тут двор, и там бегают дети, катаются на всяких скейтбордах и всякой фигне. Они иногда орут, ты думаешь, типа, копать, колотить, кого-то убивают, кому-то вытаскивают через рот кишки. Ты выглядываешь, а там ничего не происходит, там типа девочка бьет прутиком мальчика или что-нибудь такое. Они звуки издают, как будто реально кто-то сейчас помрет. Прямо реально, как будто человека пытают или типа того. Ладно, короче, 160 градусов, 40 минут. Это для начала. Народ, скажу честно, когда я говорю там 50 минут, 160 градусов, 180 градусов, 240 градусов, это все я говорю про свою электродуховку. Так вот, у вас духовка может жарить лучше, может жарить хуже. Если вы не уверены, поставьте там 150 и еще 20 минут. На 140-150 градусах ничего не подгорает. Никогда. Просто
150 градусов и еще забываете на 20 минут. Все пропечется, все пробурлится, ничего там не высохнет за 20 минут, но все точно будет готово. На самом деле это такая классическая тема из серии «Я не знаю, готово оно или нет». Окей, поставь 150 градусов, еще 20 минут или полчасика, если это огромный кусок мяса, например. Оставь его в покое, он дойдет, но у нас все готово. Готово к тому, чтобы приступать к финальной стадии. Вы помните, что у нас осталась куриная кожа, майонез, сыр? Вы помните. Да, короче, получается вот такая штука. В принципе, все это можно уже без вопросов есть. Ну, то есть вы видите, да, что все готово, все классно. Но мазик и сыр. Что касается сыра, это, безусловно, жир и, как сказать, излишество. То есть, безусловно, можно все это делать без сыра. И мы здесь даже не будем натирать сыр, мы просто нарежем его тонкими вот такими полосками и наложим его сверху. Но, вы знаете, мы наложим его не на всю площадь. Смотрите. Но сначала идет мазик. Что делаем с мазиком? Вот самый уголок мазика отрезаем и делаем так. Вот так. Вот так. Получается такой кулинарный пакет. И еще один мазик. Вы знаете, что я сделаю с третьим мазиком? Да знаете, ничего я с ним не сделаю. Я оставлю его, кто хочет себе... больше подливы майонезной, тому останется третий пакетик. Вот так. Просто вот так вот мы немножко этот весь майонез расхреначим. Отлично. Блин, пахнет офигенно, жрать охота, капздец. Короче, теперь сыр. Сыр мы так вот нормально просто накидываем, да. Сыра должно быть много. Но это чисто уже жирный зажор, то есть не обязательно, народ, не обязательно здесь должен быть какой-то сыр, честно вам признаюсь. Это и дешевле будет без сыра, безусловно. Но я решил, что он в этом рецепте общажного повара будет присутствовать, поэтому, если кому-то не нравится, ну просто уберите его и станет дешевле там сколько, на 100 рублей или типа того. А теперь, народ, трикс с куриной кожей. Помните эту чудесную кожу? Нам нужно, чтобы она стала хрустящей. Просто кладем ее на недостающие куски нашего противня. Смотрите, эта кожа, она сырая, но все это дело приготовится буквально за несколько минут. Она супер тонкая. Все, что нам нужно, это ее подзолотить. Поэтому особо не паримся. Просто ее вот так распластываем. Это лучше, чем если она будет там внутри. Прям, знаете, натягиваем ее вот так. Если она будет там внутри, в бульоне в каком-то вариться. Верхний грильный жар. Примерно на, не знаю, 10-15 минут. Но и вы помните, что за зелень мы тоже заплатили. Поэтому, собственно, зеленушечку мы тоже нарезаем. У нас это зеленый лучок. Просто зеленый лучок. И укропчик. Основа нашего аромата. Еда готова. Давайте посмотрим, сколько она весит. Без противня, само собой. Вот противень точно такой же, стандартный. Давайте посмотрим, сколько он весит. Противень весит 100 грамм. А противень с едой весит 3 килограмма 300, короче, 3300 без противня получается. Почему мы не запихали кожицу внутрь? Слушайте. Вот почему. Давайте посмотрим, сколько же стоит порция подобного блюда. Ну, например, у графа Краснова, для сравнения, там рис с морепродуктами стоит 400 рублей за 350 грамм. Там удон с говядиной стоит 380 рублей за 360 грамм. Там вок с курицей стоит 330 рублей за 360 грамм. Короче, давайте так. 350 грамм это типа считается порция нормального блюда, которое вы закажете за 300 плюс рублей. Например, вок удон с морепродуктами будет стоить вам 400 рублей за 330 грамм. Но это вот в Питере по доставкам это примерно вот так и происходит. Давайте взвесим, давайте выложим на тарелку
Что у нас будет за порция? Предположим, давайте даже побольше. 350 грамм. Вырезаем кусок нашего сырно-лукового чесночного блюда. Давайте. Ну там все точно пропеклось. 0 вопросов. Давайте я выложу. Вот так. 300. И давайте еще, предположим, картошечки навалим. 350. Ну, без учета тарелки, это понятно. Так, 350. Само собой, мы добавляем укропчик и зеленый лучок. И между прочим, у нас даже осталось еще немного мазиков для любителей мазика. Итого у нас, ну, предположим, 350, на самом деле 380, но это прям порция, прям хорошая порция блюда. Это хорошая прям порция блюда с майонезом, луком, с курочкой, да, с кусками курицы. Все полностью пропеченное, офигенное, с майонезом, прям, ну, я не знаю, у кого будут вопросы, прям вкусняха. По вкусу, я еще голодный, на тренинг ходил. Горячо. Это офигительно. В смысле, ладно, народ, смотрите, это очень вкусно. Я сейчас пробую, даже не уверен, что это для общажного повара. Это может прокатить просто за очень вкусный рецепт. Но он еще недорогой. И сыр мы туда добавили, и майонез, и зелень, и все нарезали, и прям... Народ, это просто очень вкусно. Это мясо с наслоенным печеным картофелем, с зеленью, со всеми делами, и такая сырная корочка еще сверху. Да, кстати, по поводу куриной кожицы. Почему мы ее положили сверху? Вот почему. Она не сварилась, не была там в бульоне где-то между картошкой, еще что-то. Она была наверху, позолотилась, и она хрустящая. А внутри, там внизу, она и нафиг не нужна. Чтобы вы понимали, вот эта порция с мясом, с сыром, который сильно все удорожает. Так, давай, отваливайся, сыр. С майонезом, с приправами, с зеленью, с картофелем, с луком. Вот эта вот порция стоит 53 рубля. Можете посчитать сами. То есть, вот в данном противне получается 10 порций. Имеется в виду не типа порций, а прям нормальных порций, целая тарелка еды. И целая тарелка горячей еды с сыром, со всеми делами, еще и с зеленью и с майонезом сверху, стоит 50 рублей. Вот об этом и общажный повар. От себя скажу, что это просто очень-очень вкусно. Это уровень не супер крутого ресторана, знаете, где необычные специи, что-то необычное, какая-то необычная подача. Это просто офигенно вкусно. То есть вот съел такое, и это обед. Прям обед за 50 рублей. Вот в чем тема. Даже, знаете, сыр не обязателен. Оно могло бы стоить не 50 рублей за порцию, а 40, если бы мы сыр не добавили. Сыр здесь, ну, он прикольный, сверху лежит, 0 вопросов, но без него тоже было бы нормально. Зелень ни в коем случае не убирайте, без зелени было бы не то. А так все остальное, чесночок, приправы, все в тему. Я, конечно же, советую вам питаться только лобстерами. Только лобстерами, только перепелками, только черной икрой со взбитыми сливками и всяким таким, если у вас есть на это деньги. А если нет, то в принципе офигенный обед получается и за 50 рублей. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и поддерживает нашу рубрику «Общажный повар». Будет больше лайков, будет больше выпусков «Общажного повара». Всем пока.